Иногда смотришь на детей с лишним весом и сразу понимаешь, какие у них родители. Мне понятно, почему это происходит. Сейчас мы с вами об этом поговорим. Меня зовут Данил, я фитнес-наставник, помогаю девушкам худеть. Ну, казалось бы, Данил, причем тут дети с лишним весом, да? Но на самом деле все гораздо сложнее, чем может показаться. Девушки, которые приходят ко мне худеть, у которых есть дети, говорят мне о том, что, я задаю им вопрос, а зачем тебе худеть? И вот они говорят мне, я, когда была маленькая, очень сильно стеснялась своих родителей, потому что у меня родители были с лишним весом. И сейчас у меня тоже есть ребенок, и я не хочу, чтобы этот ребенок стеснялся меня. Я хочу быть примером для своего ребенка. Я хочу бегать с ним, хочу поднимать его на руки, хочу играть с ним на детской площадке, хочу активно заниматься с ним спортом и быть примером. И с такими словами они приходят ко мне. Почему я вообще решил снять видео на эту тему? Потому что эти дети вырастают и приходят ко мне вот с такими проблемами, которые я сейчас озвучил. Я могу эту проблему предотвратить, как минимум уменьшить процент людей с лишним весом, которые могут повлиять на своих детей сейчас и как минимум не усугубить ситуацию. Почему это происходит? Почему у родителей с лишним весом дети имеют лишний вес? Кто-то мне сразу скажет, это все генетика, это все гормоны, это все наследственно и все остальное. У нас все в роду такие. Я, конечно, могу с этим согласиться, сказать, да, действительно, проблемы с гормонами, да, действительно, все в роду были такие. Но поможет ли это вашим детям выглядеть лучше и вам в том числе? Нет, не поможет. Если я с вами соглашусь. Но если я с вами не соглашусь и выскажу свое мнение, скажу, что бы я бы делал в этой ситуации, то это поможет и тебе, и твоему ребенку, и, возможно, ты поможешь даже этим своим внукам. Смотрите, на самом деле все очень просто. Все дело в пищевых привычках. И откуда у нас вообще берутся все эти пищевые привычки? В разных странах это все возникает по-разному, иногда от хорошей жизни, как в нашем случае от плохой жизни. Наши родители, наши деды жили во времена, когда еды было не так много, еды был дефицит, война, 90-е, еще что-то, нету денег. И к еде относились как к тому, что спасает жизни, потому что люди умирали от голода. Их родители этому учили, эти родители учили нас, а мы продолжаем учить своих детей. Но ситуация кардинально изменилась. Сейчас никто не умирает от голода. Сейчас еды в избытке, еда очень калорийная и относительно нынешних цен достаточно дешевая. Сейчас никто не умирает от голода. Но вот эти стереотипы в голове, которым нас учили, они актуальны были тогда. И это единственный способ был выжить. Но сейчас реалии поменялись, а стереотипы, которые передаются из уста в уста, они остались. И наверняка вы слышали и вам говорили, что там хлеб всему голова. Пока не доешь, не встанешь из-за стола. Кого-то наказывали едой из разряда, что плохо себя ведешь, там вкусняшку не получишь. Либо наоборот поощряли едой. Молодец, там получила 5, не знаю, возьми конфеты. И для многих людей, в нашем случае детей, еда становится кнутом и пряником. И в связи с тем, что родители иногда заставляют своих детей доедать, они набирают лишний вес. Не заставляйте своих детей доедать еду. Не поощряйте их едой, не наказывайте их едой. Кто-то может опять же мне сказать, Данил, у меня ребенок худой, его нужно заставлять есть. Может быть, я не знаю. Это все очень субъективно. Для того, чтобы это перевести в разряд объективности, есть специальные счетчики, показывающий индекс массы тела, где берется рост, вес, возраст ребенка, вписывается, и там будет шкала от того, где ваш ребенок находится. Если ваша цифра будет ниже нормы, то действительно, может быть, и нужно заставлять, но я никого не призываю. Но если ты видишь, что индекс массы тела в норме, то не нужно этого делать. А может быть, ты сейчас посмотришь и окажется, что у твоего ребенка избыточная масса тела, но ты просто даже об этом не знаешь. Почему? Потому что это все очень субъективно. Очень все субъективно. Все мое окружение мне говорит, что я очень худой. И я тоже так считаю. Но исходя из индекса массы тела, мой рост 1,75 м, вешу я примерно 72 килограмма, что вполне очень хорошо. Почему они так думают? Потому что я раньше весил 94, и на фоне 94, естественно, я окажусь худой. И также это может сказываться ваше окружение. То есть у вашего окружения могут быть дети с лишним весом, и на их фоне ваш ребенок вам кажется худой. И родители начинают перекармливать такого ребенка, что приводит не только к физическим, каким-то трудностям, потому что у человека там может быть одышка, меньше мышц, он становится менее активный, проблемы какие-то сердечно-сосудистой системы. Это очень сильно влияет и на ментальный фактор.
И как раз-таки потом такие дети, видя своих родителей, тоже начинают их стесняться. Поэтому не доводите до такого. Начните помогать своему ребенку. Но чтобы помочь своему ребенку, необходимо начать в первую очередь с себя. Хочу я закончить такой фразой, наверное, она уже стала популярной. Когда хотели прикрыть сериал «Симпсоны», Мэтту Гроунингу сказали, одна из причин была, что Барт Симпсон, кто не знает, это главный герой, шалопай, негативно влияет на детей. Мэтт Гроунинг на это ответил: если вы не хотите, чтобы ваш сын был как Барт Симпсон, не будьте Гомером Симпсоном. Гомер Симпсон – это главный герой этого мультсериала. Отец, который все время пьет алкоголь, лежит на диване, забивает на своих детей и все остальное. Поэтому, если ты хочешь помочь своему ребенку, начни с себя, начни меняться. И посмотрев это видео, ты поймешь, скорее всего, у тебя тоже много стереотипов, которые негативно могут сказываться на твоем весе. Если эта тема тебе интересна, напиши в комментариях «интересно», напиши, какие есть у тебя неправильные пищевые привычки, которые приводят к лишнему весу. И я могу сделать отдельное видео, что нужно делать, если у ребенка лишний вес. Также не забываем подписываться на канал, потому что 90% людей, которые смотрят мои видео, не подписаны. Подписаться можно быть здесь. Обязательно поставьте лайк. Это помогает продвижению канала. И желаю вам всем здоровья и удачи.